Расщепление банана. Вот, как видите, разносит наш банан в клочья. Давайте попробуем его сделать. Лучше всего для этой цели подходят картинки, которые имеют прозрачный фон. Вот банан для этой цели подходит лучше всего. Так, чтобы расщеплять этот банан, нам понадобятся управляющие каналы. Возьмем осциллятор, выставим у него частоту на 3. После него сделаем первый счетчик в режиме цикл минимум-максимум. Создадим второй счетчик в том же режиме, но только с максимальным пределом 30. После него выставим триггер. Длину атаки на 0. Decay на 0. Sustain на 0. И запихнем его в ресет первого каунта. Теперь давайте создадим очаги разрушения банана. Для этого создадим контейнер, точнее base. Вот, и чтобы управлять скоростью распространения очагов распада, добавим ему компонент времени. Правой кнопкой кликаем Add Component Time. Теперь заходим внутрь. Появилась папочка Local. Появилась над таймлайном до линии времени еще один таймлайн. Слева в этом таймлайне активируем самую левую кнопочку. Заходим в папку Local. Точнее в контейнер Local. Здесь еще один есть контейнер Time. Выставляем количество кадров в секунду в нем 20, нет, 30. Выходим наверх. И вот видим, что дополнительная линия времени стала двигаться в 2 раза медленнее, чем основная. То есть все события в этом бейсе будут происходить в 2 раза медленнее. Значит, в нем же создаем топовый вход для банана и 2 чоповых входа для наших счетчиков. Подключаем все. Первую дырку банан. В 2 остальные чоповые счетчики. Хорошо. Значит, после второго входа создаем еще один счетчик, который нам будет генерировать различные случайные распределения очагов расщепления. Создаем noise, который нам как раз и создаст эти очаги. Type random. Seed берем из каунта, который мы только что создали. Заходим во вкладку Channel. Там создаем 2 канала TX, TY. И количество сэмплов
переводим в сэмплы, будьте внимательны, и берем количество сэмплов из второго входа. Вот. Хорошо. Теперь создаем геометрический контейнер. Заходим внутрь. Удаляем торус. Создаем соповый кружок, циркл. После него transform. Uniform Scale 1/1000 нам нужна. Выставляем на трансформе Display Render Flag. Выходим наверх. В этом контейнере включаем инстансы. Загоняем туда наш noise. В перемещениях по X выбираем канал TX. В перемещениях по Y TY. Вот, видим, как создаются невпопад кружки эти. Берем камеру и свет. И рендер. Прекрасно. Так, потом берем наш банан. После него threshold, режим альфа и перемножаем с нашим рендером. Вот, теперь очаги только внутри банана, скажем так. Это более красиво выглядит. Все, берем ноду Add. Также после мультиплая берем Feedback. После фидбэка Edge. После Edge Blur. Отправляем в Add и Add ставим как цель нашего фидбэка. После Add Threshold. И опять здесь ставим 1/1000. Теперь нам нужно периодически этот фидбэк сбрасывать, поэтому перебьем на выйти. Что это такое? И набрасываем на пульс фидбэка. Все нормально? Да. Отлично. Создаем out. И выходим наверх. Что мы делаем дальше? Значит, берем из нашего выхода Blur. Это можно было бы и внутри сделать, ну да ладно. Pre-shrink 3. Filter size 30. И в этом блюре во вкладочке Common обязательно нужно выбрать формат пикселя 16 бит хотя бы. Дальше берем из банана, вытаскиваем чоповую инфо. Оставляем там только два канала разрешения по X, разрешение по Y. Создаем топовый noise.
Значит, параметр зерна mi.digits. Потому что мы будем его копировать, чтобы автоматически менялось. Период на 0. Амплитуду 1. Офсет 0. И опять же заходим в папочку Common. Разрешение берем из info. Выбираем Chop Reference. Опять же, потому что нам нужно будет копировать, чтобы эти ссылки сохранялись. И перемножаем с плюром. Дальше создаем константу. Оставляем в ней только красный канал. Перемножаем с этим. Потом берем последние созданные 4 ноды, копируем, Ctrl-C, Ctrl-V. В константе оставляем только зеленый канал. И суммируем эти два топовых канала. Отлично. Теперь заходим в палитру. Image Filters. Пиксель релокатор. Вытаскиваем его, зажав левой кнопкой мыши, в нашу сетку. В первую дырку запихиваем наш банан. Во вторую дырку нашу непонятную мазню. Вот. И его нужно тоже настроить. Разрешуху берем из инфо. Midpoint выставляем на 0. Величину смещения выставляем на 0,3. Так. Где-то у нас косячок 16. Ну, здесь все нормально. Здесь все нормально. Что-то не так. Почему-то его разносит по какому-то квадрату. Сейчас пытаюсь понять, почему это происходит. И не могу понять. Давай попробуем поменять. Вот. В noise тоже нужно на 16 бит поменять. Потому что... Все, теперь вроде разносит его нормально. Вытаскиваем 0 отсюда. Смотрим, что делать. Все в порядке. Готово.